Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня тема сухой полив. Меня многие возмущаются, что у них очень жарко, и как это не поливать каждый день, растения погибнут. Если поливать каждый день, не будет развиваться корневая система, и естественно, вот видите, ни разу еще не поливала огурцы во влажную почву, были посажены, я их так и еще не проводила им полив. И, кстати, просто заранее знала, что в этот период будет холодно. Вот ночью было плюс 9 и уже 3 ночи плюс 10. А днем более-менее тепло. Сегодня даже жарко будет. Что я делаю? Я даю возможность, чтобы корни вот вокруг как можно больше вот не поливала, чтобы они развивались как можно дальше, как можно больше занимали вот эту площадь земли в поисках влаги. Влага была изначально здесь, в этих огурчиках, под огурчики и, кстати, под помидоры, я все время заранее увлажняю почву и вокруг растения только вот для защиты поливаю, для того, чтобы защитить молодое растение от вредителей. И все. Но вот сейчас получается, что сегодня весы и нельзя поливать. И мне срочно пишут, что вы говорите, что нельзя поливать. Надо обязательно поливать. Нужно поливать. Я вот это делаю, сухой полив делаю. 2 дня без воды, ничего страшного. А не поливала, да, смотрела, что вот, видите, корешочек беленький. Видите, даже я нарушила, здесь сухо, казалось бы. Вот. Не нарушила, он живой. Вот где аж корешочки, то есть корешки ищут везде и повсюду влагу. Сейчас прикрою. Скажите мне, что, а что ты не мульчируешь? А потому что холодно. Земля еще не прогрелась. Ночи холодные. И поэтому я вот занимаюсь сухим поливом. Что такое сухой полив? Я видела когда-то, когда у бабушки сосед, и бабушка, кстати, тоже использовала, дождей долго не было, но в любом случае просто-напросто все время с сапкой. Несколько раз, ну не несколько раз, получается, что раз в неделю вот этот сосед все время ходил с сапкой по грядкам и вот так просапывал. Что я делаю? Что такое сухой полив? Вот смотрите, какая красота. Почва – это живой организм, и в ней всегда есть как сосуды у человека. И это капилляры, сосудики, через которые почва дышит. И, естественно, через эти капилляры все время происходит испарение влаги. Поэтому вот этот сухой полив помогает очень хорошо в теплицах, да, и в жарких регионах использовать вот эту всю влагу. Вот, я пока рассказывала, и вот эти все огурчики уже полностью просапала, то есть сухой полив провела. И ничего страшного им не будет, если вот их не поливать еще 2-3 дня. Уже потом я полью, я расскажу первый полив для огурцов. Это уже довольно-таки большой период. Ну, пойдем еще покажу, как поливать после дождя. Вот здесь у нас на улице прошел благодатный такой дождь, суточный, очень хороший циклон. Что мы делаем? Тоже проводим сухой полив. А для чего этот сухой полив? Это сапка и это грабельки. Смотрите, что я делаю. Я сохраняю влагу. Вот. И можно спокойно не поливать. Вот. Обязательно пройтись сапкой же, тяпкой называют ее, или же грабельками между растениями, чтобы не повредить. Вот такая работа, это называется полив. Сегодня весы – знак стихии воздуха, а в это время очень любят дышать и корни, и все растения. Поэтому вот мы вот рыхлим вот эту почву, это сухой полив, и мы пропускаем корочку, убираем почвенную вот эту корочку, у нас тем более суглинки, и даем возможность вот этой влаги, которая там в земле накопилась благодаря дождю, чтобы она сохранилась для растения, а не испарялась. Если же мы не будем проводить вот такую агрооперацию, которая называется сухой полив, то, естественно, будут вот эти капилляры, и лопается почвенная корочка, и очень быстро вся влага уйдет в воздух, испарится, и наши растения не будут получать вот эту нужную влагу. Мало того, для того, чтобы работали на корнях все почвенные микроорганизмы и микориза, то, естественно, нужно обязательно влага и воздух. Вот этим мы и занимаемся после дождя или же без дождя в теплице. И если выпадает полив на
время стихии воздуха, это весы, близнецы, водолей, естественно, мы проводим сухой полив. А когда уже почва прогреется, для того, чтобы поливы сократить до минимума, мы будем использовать мульчу. Но это будет позже. Пока еще ночи до конца мая будут прохладные периоды, поэтому используем вот этот способ. Раиса Греченко, Александр Волик показали, как мы защищаем почву от испарения и даем возможность растениям получать влагу в достаточном количестве в критические моменты, когда нету этой влаги или же когда вот это закрывается почвенная корка благодаря дождям и ливням. Всего вам самого доброго, до новых встреч в новых видео.